Всем привет, мои дорогие подписчики! Я благодарю вас за ваши просмотры моего канала Лорочка шьет, за ваши лайки. Очень-очень благодарю вас за ваши комментарии, благодарю за ваше общение со мной. Я вам очень благодарна, что вы просматриваете мой канал Лорочка шьет. На сегодняшнем уроке мы будем рассматривать, как я закрепляю низ подкладки для подготовки, для выворачивания наизнанку, для подшивки. Так как на предыдущем уроке мы просматривали, изучали, как нужно обработать шлицу. Вот наш результат обработки шлицы. Вот он. Вот эта вот шлица у нас обработанная вот в таком состоянии. Здесь вот так вот оно красивенько все обработано. Вот обработано вот это вот все. Вот нижняя часть шлицы. Вот с напуском подкладочки. Шлица обработанная вот уголочком. Вот это здесь все выутюжится. Здесь обработается, красивый уголочек будет. Дальше, так как мы все проверили, чтобы у нас не тянуло, должна быть слабинка по среднему шву спиночки обязательно. Здесь у нас все выкладывается. Мы выложили, все красиво, ничего у нас не тянет, немножко слабина. Закалываем вот внизу, там где зафиксировано, где у нас проутюжено. Вот мы все это закалываем. Вот так вот заколото все закалываем, распрямляем для закрепления под борта. Нам нужно выложить подборт на столе, все расправить и заколоть так, как оно ложится. Потому что когда мы будем выворачивать наизнанку и закреплять подборт, это необходимо сейчас закрепить, чтобы не было никаких перекосов, чтобы ничего не перетягивало. Ну, вы же сами понимаете, это нужно повторяться, так как в изделии нужно очень-очень все внимательно закалывать и все обрабатывать. Далее я вам покажу, как на этом уроке мы еще пройдем, как подкладку рукава, осноровить подкладку рукава. Так как подкладка рукава у нас также оно все деформировалось, подкладка совсем другая, структура подкладки другая, так как было по-старому, оно не может быть, и все меняется в процессе утюжки, все оно меняет все действия и все, как оно ложится. Эта шелковая подкладочка, она по-другому ложится, чем стретчевая. Для этого мы обрабатываем и осноравливаем подкладку рукава. Для этого нам нужно что? Так как я вам уже рассказывала, вернее, что в подкладке всегда делается вот такое вот отверстие для того, чтобы обрабатывать внутренние части изделия. Так как я уже заколола, но я вам раскалю и покажу, как сделать, осноровить подкладочку с основой рукава. Вот мы выворачиваем на
лицо, наш рукав. Вот вывернули. Вкладываем подкладочку. Вот у нас подкладочка вот на таком. Вот в таком виде она у нас. Вот. Закалываем. У нас уже здесь был подгиб. Мы по подгибу закалываем. Мы ничего не изменяем. Никакую длину подгиба мы не изменяем. Закалываем. И для того, чтобы нам определить длину подкладки. Это будет называться осноровка подкладки. Для того, чтобы у нас не было никаких. И здесь закрепляем по плечу. Вот так вот мы закрепляем по плечу подкладочку, так, чтобы она у нас не перекашивалась. Фиксируем. И вот так вот ручку просовываем ручку и подкладку выравниваем так, чтобы она была в правильном направлении, без всяких перекруток. Смотрим. У нас подкладочка выходит, значит, вот так вот нам подкладочка должна быть вот так вот в таком виде. И мы ее чуть-чуть подрезаем на сантиметр по сгибу рукава. Вот так вот выравниваем. Выровняли. Вот так вот оно должно быть в таком состоянии. Затем мы совмещаем здесь локтевой срез. И даже не важно, как вы там подрезали, ровно, неровно, оно потом все выложится. Вот закалываем, совмещая локтевой и передний шов. Все это фиксируем. Зафиксировали. Вот так вот зафиксировали. Убрали здесь эти дополнительные булавочки. Выворачиваем наизнанку. Вот так вот вывернули. У нас, видите, здесь фиксация идет. Зафиксировали. Выворачиваем наизнанку, так как у нас здесь идет легкое выворачивание. На том рукаве немножко сложнее, потому что надо будет вытягивать. Опять же, булавочки держим фиксацию. Булавочки перекалываем так, чтобы нам было удобно строчить. Вот так вот. Вот. И по другому шву, это, по-моему, передний, нет разницы, все равно мы закрепляем по тем швам, которые нам, здесь только 2 шва. Все, закрепили, выложили опять же эту подкладочку. Вот там, где здесь неровности, где мы так подрезали, потому что мы не выкладываем так, чтобы было ровненько. Мы потом это все подрежем. Можно даже и сейчас подрезать, выровнять именно подкладочку. Вот, подрезали, выровняли, и можно приступать к машинке застрачивать. Так вот закрепили, и к машинке можно идти обстрачивать. Далее, что я еще хочу вам на заметочку, так как мы будем выворачивать пальто нелегко через это отверстие, но так мы работаем, для того, чтобы было все чистенько, все аккуратно. Далее, так как я на прошлых уроках вам говорила, что когда я втачивала рукав, вот видите, такая полосочка, это для того, чтобы
закреплять подкладку с основой. Так как здесь подплечник, нам нужно закреплять это вручную. Вот где-то примерно на, сейчас я вам скажу, на 5 сантиметров должна быть 5-6-7 сантиметров, но в готовом виде 5 сантиметров мы должны закреплять насквозь, вот так вот, где и подплечник, не доходя до строчки рукава, мы закрепляем вот это вот крепление. Естественно, подушечку мы должны тоже там закрепить с другой стороны. Далее по боковому шву, боковой шов подкладки, боковой шов основы мы также предварительно я строчила, когда втачивала рукавчик, и также само закрепляем на 5 сантиметров. Здесь можно даже строчкой сделать такую закрепочку насквозь по линии втачивания рукава. Вот это вот очень важно. Тогда, когда мы выворачиваем, и все это мы должны внутренние работы закрепить. Так, это мы подготовили. Низ мы подготовили. Вот, для выворачивания. Этот шлицу так же само мы закололи и подготовили. Тоже мы перекантовочку такую делаем, чтобы не было видно подкладка. Когда будет шлица открываться, перекантовочка такая должна быть на 2 мм обязательно, потому что будет неаккуратная работа. Вот видите, в таком состоянии должна быть перекантовка. Обязательно. Потому что работа будет у вас некачественная. Так, вы все проверили, все ли у нас соотношение. Вот это вот то, что вот видите, то, что я говорила за эту складочку, которая она приутюживается, и вот это вот, когда при движении рук вы, если руку поднимаете или протягиваете, то тогда вот эта вот подкладочка раз, и она рассоединилась. Это очень важно для верхней одежды. Если не будет этой вот складочки, то у вас будет рваться подкладка всегда. Обязательно, я еще раз подчеркиваю, обязательно должна быть эта функция в подкладке верхней. Вы все проверяете, все проверили, все ли у нас, все симметрично, ничего у нас не перекашивается. Вот это вот нахлест на низ, оно должно быть от низа 0,5. Вот это вот. И должно крепление вот где по боковому шву, вот по пройме, оно должно быть вот в таком положении, вот так вот. Потому что если будет вот в таком положении, вот, допустим, вот так вот будет натягиваться подкладка, тогда у вас будет подкладка затягивать. Обязательно. Потому что при движении, при ходьбе подкладочка должна быть свободной. Так как если не будет у вас вот это вот нахлеста, у вас будет проблемы с затяжением подкладки. И само изделие не будет выглядеть красиво и качественно. Так, все, вот это вот подготовили. Борт, низ, шлицу, рукава. Все это подготовили и выворачиваем наизнанку. И проходим к определенным операциям. Подшиваем под борт, подшиваем низ, подшили низ, проклеили или подшили перекантовочку нашей шлицы, закрепили все здесь в рукавах, прострочили тоже низ рукава
Так же само мы рукава будем обрабатывать так, как низ. Все, дорогие мои, подготовка к работе, выворачивание пальто внутренней стороны я вам рассказала. Это самое главное, что есть в наших правилах. Далее, вот через это отверстие мы должны вывернуть подкладку. Я вам показываю, как я выворачиваю. Мы будем начинать, конечно, очень аккуратно, потому что все это мы начинаем выворачивать вот с низа. Вот берем вот так вот этот уголочек и начинаем перетягивать, вытягивать эту подкладочку всю на изнанку. Вот так вот медленными, не бойтесь. Конечно, тянуть сильно не надо, но во всяком случае нужно это нам все вывернуть. Это все мы выворачиваем потихоньку через это отверстие. Еще раз зацикливаюсь на этом. Все мы выворачиваем аккуратненько, не бойтесь. Главное, вот, видите, оно выворачивается, все. Видите, как оно? Все потихонечку выворачивается. И берем следующий подбор. И так же само выворачиваем. Все, мы вывернули. Так как у нас все вот это вот остается, все заколото, мы ничего пока не трогаем. Выворачиваем шлицу. Выворачиваем низ, так, чтобы у нас было там, где мы видим, что у нас все закреплено. Далее у нас все здесь закреплено. Так, а что у нас здесь? Так, ладно, это будем мы... Сейчас я разберусь. Вот, видите, где у нас вот эта вот часть. У нас подборд заколот. Видите, как у нас подборд заколот. И мы небольшими стежками вот выворачиваем так же само рукав, чтобы нам было удобно. И там, где вот у нас наметочки, до самого, вот видите, где начинается плечо, мы здесь вот этот вот подборд закрепляем к плечевому шву, закрепляем и идем потихонечку, захватывая только за клеевую, потому что если стоит со стороны ткани вы захватите, это, конечно, будет некрасиво, будут видны следы. Все это мы закрепили, подшили. Далее вот мы подшиваем низ. Это все мы подшиваем так же само. Вот, аккуратненько, чтобы булавочки ничего не повредили. Подшиваем. Я, конечно, здесь у меня такая методика, у меня своя методика на подшив низа. Вот, я буду ее проклеивать. Я специально настрочила вот клеевую. Вот клей будет у нас с этой стороны, и я ее наклею. Вот так вот его расправлю и наклею клеевую, так как вот это вот будет отходить, держать именно вот наш низ. Оно будет фиксировать просто этот низ, вот, и практически не нужно будет подшивать. Вот такая вот у меня метод технологии обработки низа. Это если вам захочется так же само обработать, то пожалуйста, тоже можете. Или можете просто подшить. Вот. Но для того, чтобы понятнее было, я клею, пристрачиваю клеевую вот так вот. Вот оно. Пристрачиваю эту клеевую к низу и
вот на таком где-то сантиметров 5 я ее вот так вот выкладываю и приклеиваю, не подшивая. Но вы можете подшить, так как вы еще не спецы по этому делу, это нужна практика в этом. Далее все это я здесь закрепляю плечевые, вот плечевое, чтобы оно не, потому что оно оторвалось, нужно прикрепить, закрепить. Так вы подшили сначала под борт, потом закрепляете здесь плечевые, и только потом вот вы вместе с подплечником насквозь по линии плечевого шва насквозь вот так вот до строчки, не цепляя рукав, вот, я имею в виду внешнюю часть, а по шву вот так вот закрепляете эту подкладочку. Так же самое и здесь. После того, как вы подшили под борта, вы так же самое здесь боковые швы вот так вот закрепляете. Вы можете даже закрепить на машинке, как вам удобно, или на машинке, или вручную. Ниточки складываете, или 30-очку берете в 2-3 слоя, чтобы была плотность, крепление было очень качественным. Так, все, вы вот это вот обрабатываете, все это подшиваете, все проверяете, низ под борта закрепляете, затем рукава тоже вы обстрачиваете, так же само закрепляете на швах, потому что рукав полностью вокруг не пришивается. Можно, но не рекомендуется, так как качество будет не очень-то хорошее. А закрепляем по швам, по локтевому шву и по переднему шву. Все это вы сделали, и затем мы только можем выворачивать пальто. Все пересмотрели, как мы закрепили все швы, шлицу, как мы подшили низ, и затем мы выворачиваем пальто на лицо. Все, мы, дорогие мои, мы все это прошли, я вам рассказала все тонкости обработки, подкладки и внутренние работы, так как это очень важно. Это трудоемкая работа, но во всяком случае вы можете это сделать. Так как я вам объясняю, это, конечно, длится немножко дольше, но в процессе, когда делаешь подкладочку, меняешь подкладочку, это можно сделать за 2 часа. Все, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал Лорочка шьет. Благодарю вас за просмотры моего канала Лорочка шьет. И благодарю за просмотр сегодняшнего урока. На следующем уроке мы будем отутюживать наши готовые изделия, закрывать, запаковывать подкладочку во шве, там где переднего локтевого шва. И все, дорогие мои. Всем пока-пока. Благодарю за просмотр.